Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Паранормальные явления, призраки и все необъяснимое в разных своих проявлениях не только пугает людей, но и вызывает у них интерес. Сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых паранормальные явления были сняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Агрессивный призрак. Следующее видео, как говорят сами его авторы, одновременно странное и страшное. Исследователи паранормальных явлений во время ночи, проведенной в доме, известном деятельностью полтергейста, столкнулись с чередой необычных событий. Они рассказали, что дверь отпиралась и распахивалась сама по себе, даже если они ее закрывали на замок. Посмотрите сами. I think maybe when I walked past here, something squeaked, and then it... Whoa. That's the door. The door behind you? Yeah. It's wide open. No, it's not. Yeah, it is. Hello? Мужчины слышат звук открытия двери, идут к ней и видят, что она распахнута. Также они рассказали о случаях с потолочными светильниками, которые ритмично качались назад и вперед, будто их кто-то толкает. What? Bro. Oh. Shh. What is that? Don't f with me right I'm now. not f***ing with you. What is that? No way. That's a do-it-yourself thing again. Wait. Любители паранормального считают, что это мог быть полтергейст, так как далее они столкнулись с перемещением предметов. Когда авторы спускались на первый этаж, то услышали необъяснимый звук, а потом увидели, как книги и буклеты падают с полки прямо на их глазах. Oh, what the fuck? Oh, hold on, bro. Hold the fuck on. What the fuck? Saw every. You saw all that? Причем это было довольно агрессивно. Книги падали с такой силой, будто их кто-то ронял специально. После того, как они покинули этот дом и поделились этим видео со своими зрителями, им рассказали, что они упустили одну деталь. Когда они были сосредоточены на книгах, не увидели одно загадочное событие, произошедшее прямо у них под носом. Мы видим, как лампа зловеще раскачивается прямо над ними. Об этом внимательные зрители написали им в комментариях. Необъяснимые звуки, перемещение предметов. Но что же это было на самом деле? Попытка нас обмануть, либо реальный полтергейст? Оно тебя не тронет. Данное видео было опубликовано на YouTube, и начинается оно весьма безобидно. Мы просто наблюдаем за молодой девушкой, которая играет со своим домашним питомцем. Сначала кажется, что это всего лишь милое и безобидное видео, но это не совсем так. You look so tired. I know. It's I know you're tired. Спустя время мы видим, как один из обеденных стульев внезапно отодвигается назад. Молодая девушка рассказала, что в тот момент она была шокирована, увидев это, и поэтому просто смотрела на стул в полном недоумении. Когда стул отодвинулся еще дальше, девушка быстро покидает свое место вместе с домашним любимцем. До сих пор неизвестно, что произошло в этом видео. Был ли это какой-то призрак, играющий с этой семьей, проявление полтергейста, а может, простая постановка. Похоже, мы никогда не получим конкретного ответа. Каждый из нас может только предположить. Лицо дьявола. Следующее видео снято автором, который до этого не имел опыта работы с паранормальными явлениями.
Через некоторое время после того, как он переехал в свой новый дом, он начал слышать странные звуки, особенно в верхней части дома. Иногда он находил вещи в тех местах, где их не оставлял. Он решил узнать больше о доме и обратился за информацией к своему соседу. Автор узнал, что в прошлом семья из 5 человек жила в этом доме: мать, отец и 3 дочери. Мужчина был полицейским, которого уволили с работы. Однажды он вернулся домой, зверски убил всех членов своей семьи и повесился на чердаке. И как говорит автор ролика, самая сильная активность происходила именно на чердаке. Давайте посмотрим, что он смог записать на видео. No i tu kurwa się niby targnął, nie? No obraz chujowy coś. Czy widać te orbsy kurwa? Chuj wie ty. No są jakieś tam kurwa. No coś takiego, nie? Ale obraz mętny. O. Złapie jakiś orps. O, widzieliście kurwa? No proste, nie? O. Cicho kurwa. Ja pierdolę, kurwa mać! O kurwa! Автор осматривает чердак, а когда там что-то падает, он пугается и бежит на лестницу. Когда паранормальная активность повторяется, то автор возвращается. Niemożliwe to kurwa tej. Ile orbsów. What the fuck kurwa. Co to kurwa jest? Siła nadprzyrodzona kurwa? Pierdolę. Grubo w chuj tej. Ja pierdolę, to ja zaraz kurwa zginę. Hej, mi ein denken kurwa. Как он сам утверждает, ему удалось заснять огромное количество орб и лицо дьявола. Но этим, естественно, все не закончилось. Дальше дверь комнаты на чердаке с огромной силой захлопывается, а мужчина испуганно бежит вниз. Далее, по просьбе зрителей, он установил камеру на чердаке, оставляя прямую трансляцию включенной, чтобы зрители могли наблюдать за любой деятельностью, когда он ложится спать. Однако, духу это не понравилось, и около 3 часов ночи началась странная активность. Мы с вами могли увидеть небольшое движение и проблемы с фокусировкой камеры. И в конце концов, камера, которая была установлена, как говорит сам автор, на очень прочном штативе, упала на пол и оставалась в таком положении до утра. С тех пор от автора не поступало новой информации. Но кто знает, может быть, мы услышим о нем в будущем. Специально для тех, кто не знает о нашем телеграм-канале. Там мы выкладываем очень много интересного из мира мистики. Причем посты выходят не 1 раз в неделю, а 2-3 в день. Если хочешь узнавать что-то интересное, то обязательно подпишись. Ссылка будет в описании. Проделки полтергейста. Тиктокер установил камеры видеонаблюдения у себя дома, когда начал замечать, что предметы оказываются не там, где лежали до этого. Он немного чувствовал себя параноиком, но утверждал, что ощущает присутствие полтергейста. Давайте посмотрим, что удалось заснять камерой видеонаблюдения.
Дверцы шкафчика справа от вас открываются сами по себе. Для тех, кто считает это совпадением, автор ролика предлагает смотреть дальше. Теперь шкаф слева от нас открывается, и оттуда что-то падает. Вряд ли это было простой случайностью. Тиктокер говорил, что данное видео является доказательством присутствия полтергейста у него в доме. Интересно узнать, случались ли у вас подобные явления? И верите ли вы в то, что полтергейст – это реальность? Безумие Мартина. Следующее видео найдено на просторах YouTube. Действие происходит в Чили, где живет молодой человек по имени Мартин вместе со своими кошками. Он увлекается футболом, но, к сожалению, Мартин получил травму и не мог играть в футбол некоторое время, поэтому ему пришлось длительный период находиться дома, в своей кровати и просто отдыхать. Он рассказывает, что когда был дома, то начал замечать нечто странное и пугающее. Однажды, когда он смотрел фильм, что-то начало стучать в дверь его кухни. Не на шутку испугавшись, Мартин достал телефон, чтобы снять видео, а затем увидел мерцание света. Estaba viendo una película, weón, y como que, weón, estaban golpeando la puerta, te lo juro. Y no, conche tu madre. No, weón, conche tu madre. Conche su madre, weón. Ay, weón. A mí no me dan tanto miedo estas weas, pero es que estoy solo, weón, de verdad. Otras veces he estado acompañado, no sé, o con mi mamá, no sé, pero ahora yo vivo solo y esta wea está conche tu madre. No. Ya, pues, weón. Ay, conche su madre, ya. Uy, weón, me asusté con el reflejo, conche su madre. Nada ahí. Oh, weón, sí. No hay nadie, oye, este closet no. Oh, conche su madre. Uy. Se cayó esa weá, weón. Estoy yo nomás, weón, será. La ropa. Ay, conchita madre, la sombra. Vaya. Nadie. Atrás. Что-то или кто-то точно хотело его напугать. Когда он открывает дверь и заходит на кухню, то ничего там не находит. Но паранормальное усиливается. Теперь он слышит звук падения из своей спальни. Придя туда, он видит, что сама по себе упала лампа. Он просто не мог поверить своим глазам, так как находился дома совершенно один. Но на этом видео не заканчивается. Теперь стуки доносятся из ванной комнаты, и он идет проверить, что же происходит. Как вы уже догадались, там никого не оказывается. В поисках чего-то или кого-то он обходит всю свою квартиру, но не находит абсолютно никого. Это не единственный ролик, который снял Мартин в своей квартире. Porque ya como me tengo que ir y desocupar todo lo que es el departamento, tengo que obviamente sacar todas las cosas y todo eso. Aquí estamos. Porque igual ya no puedo hacer nada, pero estaba ordenando y de nuevo se cayeron cosas. Ya obviamente se vuelve como un poquito normal, entre comillas. Pero no voy a negar que me da un poquito de miedo.
Y obviamente tengo que desocupar acá. Y corta el huevo, weón. Ustedes escucharon ahí. Y acabo de salir de acá y no, ya estaba todo en su lugar. Ya no sé qué hacer porque tengo que guardar todas las cosas, los platos. Igual ya tengo un poco más desocupado acá. Me falta sacar las bicicletas, que es lo más cacho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estoy, ¿cómo se dice? Un poquito ya cansado, como que no puedo, donde no puedo ni dormir, ni hacer nada más, como que ya no, me estoy volviendo loco. Bueno, se me acabó la memoria del video, pero siguiendo con lo que les decía, ya como que cosa que pasa, cosa que suena, que se cae, ya es como chucha. Ya es como, ya, pico. ¿Qué le voy a hacer? De nuevo se me agotó la memoria, pero bueno, yo no sé qué más decirles, qué más hacer, ya les mostré. Ni siquiera quería subir esto, pero creo que grabando igual como que me siento un poquito más acompañado porque ustedes saben, uno no... Bueno, no pesquemos, pero conchizo, man. Es que es imposible no pescar, weón, si está... No hay nadie acá. Tampoco. Este es el departamento. Он признается, что из-за паранормальной активности понял, что находиться в этом доме просто небезопасно. Сначала он думал, что сходит с ума из-за всех этих предметов и мебели, которые перемещаются по квартире. Когда он уходит в другую комнату, то снова слышит звук падающих предметов. В спальне Мартин видит, что лампа и вещи с тумбочки сами по себе упали на пол. Он не понимает, почему это происходит и что хотят от него потусторонние силы. Также он слышит стук в дверь и решается осмотреться, но никого не находит. Мартин останавливается на кухне и видит, как стул движется. У Мартина уже слышен истерический смех, так как он находится в полном недоумении. Он еще раз повторяет, что не может спать в этом доме. А стуки в дверь, которые он слышит ежедневно, уже вызывают у него смех, который он не может объяснить. В этот раз стуки были во входную дверь. Мартин открыл и убедился, что там никого не было, и даже вышел на улицу, чтобы показать, что там никого нет, кто бы мог стучать. Что же было в доме у Мартина? Полтергейст, или он просто хотел таким образом прославиться? Хочу сказать, что в его аккаунте больше не было видео после этого инцидента. Надеюсь, с ним все в порядке. Позади тебя. Девушка рассказывает на камеру о средствах для макияжа, которые она использует. И посреди ее монолога шкаф прямо за ней начинает очень медленно открываться. Hey guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 Soleil. So I'm gonna try that on, and no.
Ситуация застает девушку врасплох. Она выглядит искренне смущенной и немного напуганной. Затем она медленно начинает вставать со своей кровати, чтобы рассмотреть поближе, что же там происходит, и разобраться, из-за чего шкаф открылся. Дальше дверь шкафа захлопывается сама по себе и открывается еще раз. Виден неподдельный испуг девушки. Кроме того, когда она идет в сторону шкафа, у нее гаснет свет, что, как пишут зрители, говорит о потустороннем присутствии. Когда она открывает шкаф, то ничего и никого там не находит, но при этом все равно убегает из комнаты в страхе. На сегодняшний момент все еще неизвестно, что же заставило этот шкаф открыться, и что за неведомая сила обитает у девушки дома. И кажется, мы никогда этого не узнаем. Дом заклинаний. Группа исследователей паранормальных явлений решила показать зрителям дом, который называют домом заклинаний. Утверждается, что там происходит большое количество паранормальных явлений и активности. Мужчины говорят, что всю ночь видели и слышали всевозможные странные вещи, которые сводили их с ума. Oh my god, oh my god, oh my god. I look to my left and I see what is like this white foot. Something just came out under the bed right now. Like a white foot. The spirit box immediately responds with this. Foot! Did you hear it said Dude, foot? just said that foot. said foot. В какой-то момент один из них поклялся, что видел, как нечто быстро забралось под кровать в одной из комнат. Еще один жуткий момент произошел, когда любитель паранормального вошел в детскую и увидел нечто пугающее. Посмотрим еще раз в замедленной съемке. Когда мужчина поворачивается и смотрит в сторону кроватки, одеяло падает, как будто не желая, чтобы это нечто заметили. Он сказал, что это было очень похоже на ребенка или очень маленькую фигуру, которая стояла прямо в детской кроватке. Исследователи паранормальной активности, которые снимали это видео, отметили, что видели кошмары в своих снах еще несколько недель. А как вы считаете, что это было? Напишите свои мысли в комментариях. Ресторан. Следующее загадочное видео было выложено в интернет без указания источника. Судя по всему, кадры были записаны камерой видеонаблюдения внутри ресторана, когда персонал заканчивал работу. Но то, что произошло, просто шокирует. Сначала можно увидеть, как швабра и ведро сами по себе перемещаются. Девушка-официантка просто убирает посуду в ресторане, а потом берет то самое ведро со шваброй, чтобы помыть пол. Но самое страшное будет дальше. Когда девушка находится в зале для гостей, какая-то невидимая сила яростно хватает ее за волосы и куда-то тащит. Что случилось дальше и жива ли эта девушка, никому не известно. Кто-то в школе. Это видео было загружено в TikTok. Мужчина, который работает охранником в школе, получил информацию о том, что кто-то был обнаружен на одном из верхних этажей здания. Поэтому он решил проверить записи с камеры видеонаблюдения. От того, что он увидел, кровь стынет в жилах. На последнем этаже школы видна таинственная темная тень. Кто это или что это, остается загадкой.
Хочется отметить, что скорость движения этой тени очень быстрая, поэтому это не может быть человеком. Зрители ТикТока были сильно напуганы этим видео. Многие, как всегда, убеждены, что это видео подлинное. А что вы думаете? Это призрак, попавший на камеру, или простой сбой в камере? Решайте сами. Голос ребенка. Следующее видео было опубликовано на Reddit. Мужчина рассказал, что в новом доме в одной из комнат он услышал голос своего ребенка, который в это время спал в своей комнате. При этом мы можем увидеть движение кресла-качалки и приставки для ног. Это выглядит так, как кто-то или что-то хотели привлечь внимание этого мужчины при помощи его маленького ребенка. Несмотря на то, что видео короткое, оно напугало многих зрителей, которые его посмотрели. Оно и понятно, иметь дело с паранормальным и так страшно. А если дело еще касается твоего ребенка, то это страшно вдвойне. Согласитесь? Что-то за дверью. Следующее видео родом из Японии, и автор утверждает, что оно на 100% является подлинным. Посмотрите. Довольно агрессивно что-то или кто-то шевелит ручкой входной двери. Затем нечто на несколько секунд показывает себя. Это таинственная фигура значительных размеров, не похожая на человека. Как только фигура исчезает, напуганный мужчина открывает дверь и обнаруживает следы этого нечто. Больше информации о данном видео нет. Кто же это мог быть? Пишите свои предположения в комментариях. Ну что, мы перешли к моменту, который никто не смотрит. Поэтому я могу здесь делать все, что угодно. Что случилось дальше? И жива ли эта девушка? Хрен его знает. Что случилось дальше? И жива ли эта девушка? Никому не интересно. Серьезно.